Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир. Юлия Латынина на связи. Юлия, приветствую вас. Здравствуйте. Много, конечно, авторшоков с Дня флага, Дня независимости Украины. Многое, что было сказано, и гости понаехали. Мне так интересно, Зеленский там продолжает принимать гостей, продолжает выступать и говорить, что вот-вот, там чуть-чуть патриотов передали, еще там куча всяких других установок, поэтому будет сбивать баллистику. Ровно в этот же день, когда опять сообщили о том, что какие-то движения на Капустином Яру, и, соответственно, Орешник может полететь. В общем, интересно все это выглядит и в международном плане, и, конечно, внутриполитическом. Так интересно, Зеленский выходит, говорит, всем понравилось, и сегодня понравилось, и вчера понравилось, и вообще все заряжены, я всегда заряжен. В общем, заряжен Зеленский. Обсудим эту заряженность, на что она повлияет, и какие выводы напрашиваются после всех этих встреч и его, собственно, выступления 20-минутного вчерашнего в обращении не к украинцам по большей части, а по большей части к Путину, что очень интересно. Но тут загадочные вещи происходят. Борт американский с военно-воздушной базы США, ВВС США, приземляется во Внуково через Ригу. Интереснейшее событие. Песков говорит, вообще не в курсе, кто что приземлился. А в это время делегация Ватикана у Лаврова, где Лавров им говорит, ну вы как бы наведите резкость на произвол в УПЦ. Там в Святогорской лавре убили монаха и ранили еще двоих священнослужителей. Это все будем обсуждать ровно с Европой, которая, в общем-то, всей душой с Украиной, как показывает День независимости, а по деньгам как-то вот оно, ну, в общем-то, не так бьется. Келлога, которого купили, чтобы женскую мобилизацию продлить, все это обсудим, но... Конечно же, обсудим и то, что вам нравится, и то, что вы хотите спросить. Это, собственно, в клубе зрителей «Шелест» есть возможность задать вопрос, такое камерное сообщество единомышленников, и абсолютно открыто, публично в сообществе уже YouTube под анонсом нашей встречи. Чат-трансляции тоже можно задавать туда вопросы, но, пожалуйста, в самом конце, потому что улетает он с процессом эфира. Как обычно, наша любимая рубрика «Ответы на вопросы» в самом финале, поэтому досмотрите эфир до конца. Ну а начнем с голосования в чате трансляции. Поддерживаете ли вы план, в котором предусмотрено обоюдное отведение войск и буферная зона между ними? Таймс написали, якобы вот это Киев передает в Москву, и вот этот ватиканские гонцы, они об этом тоже говорили сегодня на встрече с руководством МИД Российской Федерации. Варианты ответов. Да, это самый быстрый вариант все закончить, потому что вот быстро закончили, а там дальше уже, в общем-то, постреливают, не постреливают, разбираемся, не разбираемся. Второй вариант – нет, это проигрыш России. Третий вариант – нет, это проигрыш Украины. И четвертый вариант – мне все равно, как. Главное, что пора заканчивать. Первый вариант с последним перекликаются, понятно, но тут очень важно ваши отношения. То есть вы поддерживаете или вам все равно. Ну и два варианта нет в ту и другую сторону. Вот такой простой вопрос. Судя по тому, тем крупицам информации об этом плане, которую мы знаем, вот просьба проголосовать, мы в конце подведем итоги. Как вы видите, Юлия, завершение войны и появление этого плана – это очередная такая утка, профанация, хотелка, какие-то очередные 20 или 28 или сколько-то там пунктов, которая не обязательно и не будет исполнена, или все-таки кулуарно, за кулисами идут переговоры по сути? Правильно ли я понимаю, что мы сейчас обсуждаем вот тот план, про который уже давно ходят слухи, и который заключался в том, что, дескать, вот сейчас европейцы, американцы и Зеленский выработают некий компромиссный для них вариант? Да. И типа предоставят их Кремлю, что сразу, естественно, возникает вопрос, а простите, в чем же компромиссность? Потому что, когда речь идет о компромиссах, то очевидно, что там одна сторона делает уступки, другая сторона делает уступки. Поскольку речь идет о договоренности с Россией, то кто из этих прекрасных договаривающихся сторон, Зеленский, американцы или европейцы, представляют Россию, та, которая в данном случае, в чем компромиссность плана? И одновременно о том плане, который
котором действительно давно ходят слухи. И вот я видела, что Елисевич опубликовал его очень коротко пересказ. Главная его часть заключается в том, что есть некая линия разграничения, поскольку сейчас очень гигантские, естественно, дроны летают на гигантские расстояния. И давайте прекращать огонь по линии огня, а поскольку сейчас есть гигантская зона, то всю эту гигантскую зону неопределенного масштаба, типа 200 километров в одну сторону, 200 в другую, наверное, передать в управление Соединенных Штатов. Правильно я понимаю, что это гениальный план? Это вот о нем мы говорим. Давайте поговорим. Ну, смотрите, у него есть предыстория, у него есть двигатели. Помните вот эту весной вещь, где Арахамия говорил, что украинская сторона предлагает создать Донниленд на неподконтрольной, или как, неподконтрольной России, подконтрольной Украине с части Донбасса, что там будет внешнее американское управление. Это уже, конечно, отверг сегодня Песков, но тем не менее. Это не жизнеспособно, поэтому это опубличено? Смотрите, во-первых, по-моему, это совершенно гениально. То есть были европейцы, которые предлагали заморозку по линии боевого соприкосновения с сохранением всех санкций, на что им сказали, ну, ребят, ну, протрите глаза и гуляйте дальше. А дальше является усовершенствование, скажем так, этого плана, который, ну, просто абсолютно гениально, потому что при таком определении под вот этот самый Донниленд подпадают, очевидно, абсолютно все завоевания России, включая даже Крым. То есть России предлагается, в принципе, мириться на таких условиях. А давайте, пожалуйста, отдадите Донецк, Луганск, Крым, Запорожье, там, части Херсонской области, вообще все, вот все, что завоевали, отдайте, пожалуйста, американцам в управление, а за это вам ничего не светит. То есть все санкции остаются, все, значит, по-прежнему с вами все остается, только просто передайте американцам, и, правда, непонятно, что тогда. Тогда, конечно, не будут бомбить Wildberries. Я могу сказать, что я бы на месте российского командования, знаете, что сделала? Что? Это Я бы сказала, вы знаете, интересно. замечательный план. У нас только есть, давайте над ним работать, у нас только есть личное предложение. Вот вы знаете, что мы завоевали, то мы завоевали. А идею создания буферной зоны мы глубоко поддерживаем. Поэтому мы действительно считаем, что поскольку вот мы боимся, что нам опять же нападет какой-нибудь батальон Азов и все остальное, вернее, не батальон уже, а нападет и все остальное, то мы глубоко поддерживаем идею создания буферной зоны в 200 метров глубиной на территории, которая, соответственно, не принадлежит России, на территории самой Украины. И действительно, мы глубоко поддерживаем идею, что президент Зеленский с целью создания буферной зоны, вот сейчас там, где российские войска находятся, там в нескольких километрах от Славянска и Краматорска, как я понимаю. Вот все, что дальше на 200 километров, что там Запорожье, Днепропетровск, там что еще? Полтава там рядышком, да. Да, Полтава мы глубоко поддерживаем, чтобы это было передано в управление американской администрации, в управление американских солдат. Причем я обращаю ваше внимание, что если, скажем, такое дело выгорит, и Зеленский на это согласится, понятное дело, что он на это не согласится, потому что это как-то странно, да? Воевали, зато получилось уже за половины Украины нету. Но если он на это согласится, то это, конечно, будет большой плюс для России, потому что, как показывает опыт присутствия американских солдат в Ираке, Афганистане и прочих местах, они, во-первых, надоедают там хуже горькой редьки, и местные начинают их ненавидеть гораздо больше, чего бы то ни было. А во-вторых, при первых признаках опасности они уходят, кидая союзников, тех же самых курдов. Поэтому я думаю, что вот в таком виде этот план, я бы на месте, еще раз повторяю, россиян, на месте Кремля сказала: ребята, здорово, давайте обсуждать, только вот у нас есть маленькая подробность. Действительно, буферная зона, но только, знаете, вот где стоят российские войска, там стоят российские войска, а все остальное, вот президент Зеленский в своем стремлении к миру, вы же сами предложили этот план, давайте у нас вот такое вот маленькое замечание.
Ну, смотрите, это, понятно, все умозрительные вещи, но, тем не менее, компромисса так даже не будет. Почему все свелось к территориям и километрам сейчас? Ведь, насколько я понимаю, там требования для того, чтобы война была остановлена, они значительно больше, чем расстояние там подлетного времени и, соответственно, ситуация там линии фронта на земле. Потому что территория километры – это очень важно не в том смысле, кто будет владеть задней стенкой сарая, а в том смысле, кто кому навяжет свою политическую волю. Победа в войне – это навязывание политической воли противнику. Если Европа навяжет России заморозку войны по линии болевого соприкосновения, это будет победа Европы. Если Россия навяжет Европе соглашение, которое будет включать какое-то признание завоеванных территорий, это будет победа России. Очень просто. Ну, то есть вопрос признания сейчас находится в этой плоскости. Вопрос навязывания политической воли противнику. Просто, понимаете, тут же какая история всплыла вдруг неожиданно в Украине на фоне скандалов с соросятами, что выборы бы как бы можно было бы и провести, и есть адепты, есть противники этого дела. Причем интересно, что Зеленский вообще говорит, что это разорвет страну и обрушит ее как цунами. То есть, ведь мы же видели за все это время, раз Донниленд всплыл, ну, типа как план, да, для того, чтобы его ватиканцы повезли в Москву. Ну, точно так же мы держим в уме то, что было сказано и по поводу этих выборов. Выборы, совмещенные с референдумом или по отдельности. Сейчас Украина, ну как официальный Киев, Зеленского офис становится в позу, говорит, нет, ни в коем случае, это так опасно. Почему это так опасно? И как вы думаете, кто ухватится за это? Европейцы? Ну вот эти условные там активисты имени Сороса и забронированные Соросом, и вот эта сила? Или все-таки американцам не все равно? Но для Зеленского это опасно, поскольку он может проиграть на выборах, иначе бы они давно были проведены. А что касается темы выборов, то она всплыла по единственной причине. Ее стал поднимать бывший министр обороны Федоров, который, с моей точки зрения, ведет себя... Ну, вот я просто вспоминаю, как вел себя Залужный, когда его съели позорным способом, ну, в смысле, как политического соперника. Но Залужный не стал раскачивать лодку и не стал пытаться во время, когда страна воюет, вырывать себе какие-то куски кровоточащие из этой страны и так. Федоров, мы видим, ведет себя противоположным способом. Он использует ту активистскую машину, к созданию которой, как оперированию которой, как он был причастен, и которая на самом деле, конечно, не про его долю писана, для того, чтобы выиграть себе какую-то часть политической силы. Как я понимаю, его на самом деле не поддерживают в этом ни США, ни европейские бюрократы, которых полностью устраивает Зеленский, потому что где вы еще такого найдете? Где вы найдете такого загнанного в угол человека, который вот просто уже совсем как одноразовый инструмент тратит Украину, лишь бы дольше держаться в этом седле? И за такие маленькие деньги вы больше никого не найдете, потому что, обратите внимание, может быть, мы поговорим, сколько на самом деле нужно Украине, сколько на самом деле сейчас дают европейцы. И совершенно не случайно, что, значит, Зеленский вдруг стал говорить, что нужно очень много денег, хотя еще недавно, обратите внимание, нам тысячи говорящих голов рассказывали про гигантские деньги, 70 миллиардов, которые выделяет Европа. Так нам, значит, совсем недавно рассказывали про гигантские деньги, которые выделяет Европа, вот-вот выделят в будущем времени. И вдруг оказывается, что денег не хватает, и нужно еще столько-то, сколько-то, столько-то, и оказывается, значит, Европа ничего не выделяет, она только пообещала. Так вот, и, соответственно, мне кажется, что вот вся эта история с выборами – это нон-стартер, что называется, это попытка использования административной машины, попытка использования машины активистов в личных целях. И она очень компрометирует эту машину активистов, потому что когда мы видим людей, которые когда-то, как нам казались, как мне казалось, да, за разумное, доброе, вечное выходили на Майдан, за то, чтобы Украина была европейской, свободной и так далее.
И сейчас мы видим, что эта машинка в упор не видит ТЦК, в упор не видит, когда не надо коррупции, в упор не видит, Коновальца и Мельника, зато почему-то выходит с картонками за то, чтобы не увольняли министра обороны Федорова. Но это настолько до мышей, но это настолько смешно, и это настолько показывает, как работает эта кнопочка, что просто даже неприлично. Но я бы, откровенно говоря, я не знаю, будем ли мы об этом говорить, конечно, я не знаю, пропустите ли вы или нет, потому что я бы как раз в связи с Федоровым поговорила об этой совершенно удивительной вещи, которую рассказал Зеленский журналистам, о том, как, дескать, что там было у них с Трампом и Маском. Ну, этот обман, конечно, это мы сейчас обсудим. Давайте просто сначала поговорим об американских и русских, да, россиян и американцев. Кортеж, значит, прилетел, значит, как оказалось, ну или так совпало, ну хотя, конечно, тоже очень странно, значит, с военной базы американской прилетел самолет в Москву, во Внуково, приземлился около 10 утра. И сейчас москвичи вот публикуют подобные, скажем так, видео со своих машин непосредственно из Москвы. Ну вот, видим, да? Мигалки, водитель сидит и объясняет ситуацию. Что он видит? Американцы прилетели на переговоры. Я, честно говоря, вот, знаете, у нас как-то вот то Канье Вест приедет, то наоборот, это самая инфлюенсерша Лора Лумер, то самолет какой-то прилетит. Я совершенно не понимаю, о чем мы обсуждаем. Там большой белый господин прилетел. Ну хорошо, допустим, представим себе, что этот самолет прилетел вот с этими предложениями. Мы их только что обсудили. Ну, они же несерьезные. Ну, вы понимаете... И все прекрасно знают, что они несерьезные. Подожди, здесь нужно концептуально подходить к вопросу. Кто может сейчас остановить войну? В каком формате? Ну, подождите, у кого больше шансов? Европа, как он пишет, что этот план, Зеленский, да, там в Time пишут, что этот план с Европой согласован, с Америкой согласован, украинское предложение, мол, все, давай, Путин, ты не можешь отказаться. В этом формате, типа Запад... Что же они сделают, если Путин откажется? Вот Запад и Украина и Россия? Или Европа, да, и Украина и Россия? Или Америка и Россия только вдвоем? Ведь это же на самом деле большая игра. Европа хочет сесть за стол переговоров. Им это очень нужно по всем вопросам. И даже косвенно вот эти все... Вот опять-таки приехал Ватефуль, министр обороны Германии, на днях в Киев. И что он сказал? Мы там дадим, мы поможем. Но я буду просить американцев. Я буду просить американцев. Что Бёрнем говорит? Я буду просить американцев. То есть они выполняют роль какого-то посредника между Украиной и Америкой, а американцы вон уже на переговоры в Москве, понимаете? И тут же возникает момент, что Россия и Америка, если останавливают эту войну, то останавливают эти две страны. Или этот формат уже не работает? Александр, мы все время обсуждаем вещи, которые вот просто не существуют. Мы обсуждаем информационные фантомы, и все это начинает напоминать знаменитый мирный процесс на Ближнем Востоке. С той только разницей, что на Ближнем Востоке война вспыхивает периодически, а, соответственно, эта война идет постоянно. И если позиции сторон непримиримы и абсолютно намеренно непримиримы, то это значит, что никакого мирного процесса нету, вернее, что никакого реальных переговоров нет, а есть вот тот самый мирный процесс, то есть изображение бюрократическими элитами переговорного процесса, который позволяет им чувствовать себя в пределе. Если бы европейцы хотели кончать войну, они могли бы кончить ее в одну секунду, они могли бы всплеснуть руками, сказать: слушайте, мы-то думали, что тут тирания сражается с демократией, и что тут, ну, речь идет Украина, которая никого не угнетает, сражается с Россией, которая тирания. А тут оказывается Коновалец, а тут оказывается ТЦК, а тут оказывается Мендичгейт.
А тут, оказывается, такие ужасные вещи. А тут оказывается, что главнокомандующий украинский называет жителей Донбасса несведомыми и переселенцами. И получается, что мы должны давать деньги за то, чтобы люди, которые хотят говорить по-русски, оставались в стране, которая считает их гражданами второго сорта и то ли хочет их этнически вычистить, то ли перевоспитать. Мы на это вообще не подписывались. Вы знаете, вот мы даже не будем к вам ничего приказывать, мы просто не можем в этом участвовать, мы вам денег не дадим. Все, завтра мир был бы подписан или рухнула бы линия фронта. И когда вместо этого европейцы выдвигают фантастические условия, то это просто означает, что они, конечно, ровно не хотят мира, и они еще живут в фантастическом мире. Кстати, не только они, но и значительная часть американцев, в котором геополитические потребности Соединенных Штатов Америки и бюрократические потребности чиновников Евросоюза являются моральными императивами, а геополитические потребности России являются фашизмом. И они искренне уверены, что это по-прежнему так устроено. А как показывает эта война, Россия, может быть, не сильно выигрывает эту войну, но вот эта ситуация уже исчезла. И мне кажется, что вместо того, чтобы обсуждать, просто каждый день мы будем обсуждать какую-то историю о том, кто куда прилетел и чего сказал. А я предлагаю посмотреть, как оно устроено на самом деле. И вот как оно устроено на самом деле, как раз очень хорошо видно по тому инциденту, который я уже упомянула, и который меня совершенно потряс, даже меня, все ко всему привыкшую. Потому что я напоминаю, как разворачивались события. Зеленский и его 1000 говорящих голов нам в течение нескольких недель рассказывали о том, что мир стоит на пороге грандиозных событий, о том, что, сейчас на Украину что-то прольется, что что-то, будет, что что-то будет такое, что сейчас договорятся, что сейчас Илон Маск даст разрешение уничтожать российские ракеты. Всячески подмигивали, говорили, что с Трампом сделаны какие-то фантастические договоренности. И вдруг вступает Зеленский. Понимаете, если бы это сказал кто-то со стороны, кто-то там Трамп, вдруг ходит Зеленский и говорит: вы знаете, оказывается, вот тут я попросил президента Трампа, я сказал президенту Трампу, что Илон Маск согласен предоставить Старлинки для ударов по российским ракетным комплексам, потому что мне это сказал Министерство обороны. А Трамп потом обвинил меня в том, что я соврал, потому что это, оказывается, неправда, но переговоры еще идут. Понимаете, во-первых, у меня маленький вопрос ко всем тем 1000 говорящих голов, которые рассказывали, знаете, сейчас будет такое, сейчас будет такое. Как я понимаю, это такое относилось к этим самым, в том числе, к этим самым ракетным ударам по российским ракетным установкам, которых должен обеспечить Илон Маск. И вдруг оказалось, что, мягко говоря, кто-то кого-то развел. Теперь давайте посмотрим, как оно реально могло происходить или происходит. Во-первых, любому человеку, который находится в здравом уме и твердой памяти, понятно, что Маск никогда бы не дал на это согласие, и потому что это противоречит всем его политическим интересам, всем его коммерческим интересам, всем его просто личной гордости. Маск как человек, который столько сделал для Украины и который был обоссан, обгажен и затоптан. Я с вами буду спорить, подождите. А почему вы так говорите никогда? Вон нам Зеленский в праздновании Дня независимости как говорит? Нам постоянно сначала говорят, это невозможно. Потом говорят, это маловероятно, это нереалистично. Потом говорят, давайте посмотрим, а дальше это происходит. Эту формулу он и вывел ровно через такие манипуляции. Вы говорите, Маск никогда бы это не сделал. Я просто еще раньше напомню, откуда вообще взялась эта вся история со Starlink. Когда это была просто связь, просто связь, которая превосходила связь у российской стороны. Был период, когда Старлинки это прям must-have был на линии фронта, и за счет Старлинков Украина как бы побеждала, напирала, это 22-й год, там дальше.
думали, ходили, рядили, начали тоже покупать Старлинки. Но первыми болтами к дрону под названием «Молния» Старлинки прикрутили россияне и начали делать вот эти дипстрайки на Днепр дорогу, на Павлоград-Днепр и дальше. И все немножко ахнули, потому что увидели и обалдели, что так можно, что опередили их. Поэтому Маску четко задали вопрос: Маск, сделай что-то. Ну и ввели эти белые списки. Маск сам тогда давал интервью, признавался, говорит: да, это, конечно, не так, это не моя, это, конечно, удар по моей коммерческой, ну, типа, репутации, все дела. Но мы закрыли использование старлинков для России на территориях только по тем терминалам, которые там верифицированы. Еще и много поймали граждан Украины, которые помогали верифицировать эти терминалы для российской стороны. То есть Маск пошел в этом навстречу Украине, и тогда могла же ситуация измениться до неузнаваемости. И мы сегодня бы уже вообще по-другому говорили. Ну, а потом все просто. Эти middle страйки всякие, да, Федоров, его эти все дроны, хорнеты эти, которые передавали, тоже со старлинками. То есть у России старлинков нет, у Украины старлинк есть. И вы говорите после этого, что не могло такого быть, что Маск типа утвердил. Все же ложится в эту хронологию. Сначала невозможно, потом маловероятно, потом давайте подумаем, потом придумали, а потом оно уже работает. Хорошо, Александр, давайте разбираться. Во-первых, в эту хронологию не ложится почти ничего, потому что действительно есть ситуации, когда Украине сначала отказывала администрация Байдена, а потом, по мере того, как положение Украины становилось все хуже и хуже, чтобы компенсировать потери Украины, администрация Байдена чего-то там предоставляла, чтобы как-то сравнять шансы. Но гораздо больше случаев, когда Зеленский говорил, что сейчас вот дадут томагавки, сейчас вот дадут кучу патриотов, сейчас будет то, сейчас это, а потом оказывалось, что никто ничего не дает, и его на самом деле сказали твердое нет. И это типичные новости будущего времени, типичная тысяча голов и типичный информационный копиум. И чтобы забыть то, что когда-то типа уже вот-вот давали томагавки, давайте, значит, поговорим о чем-то другом. В частности, кстати говоря, вот эта вот история с «давайте пусть Илон Маск предоставит нам старлинки для нанесения ударов по пусковым установкам на территории России» является абсолютно таким информационным копиумом. Теперь почему этого не может быть? Потому что не может быть никогда. Давайте разбираться. Значит, как все-таки было у Илона. Я думаю, что Илон Маск, который в начале этой истории ввязался в помощь Украине, многократно с тех пор это пожалел по следующим причинам. Во-первых, это поставило компанию Илона Маска, который всегда надеялся, что она будет надмировой компанией, в ситуацию человека, который помогает одной стране, в одной стороне, и который, соответственно, подвергается очень большим коммерческим и, я бы сказала, таким метакоммерческим рискам, как мы видим из бумаг, которые утекли, когда Россия и Китай договариваются о том, как в принципе противостоять монополии Starlink. Это очень неприятные для Илона Маска планы, потому что если такая страна, как Китай, воспринимает вас как часть американского государства, а не как коммерческую компанию и противника, которого она должна раздавить, это очень серьезно для вас как коммерческой компании. Это первое. Второе. Маск неоднократно пытался быть посредником в этом конфликте. В частности, опубликовал свой знаменитый твит, после которого получил тонны грязи и советы типа «твое дело давать старлинки и завалить хлебало». Это вот не одно доброе дело, совершенное в отношении нынешней украинской власти, не остается неотмщенным. И Маск, кстати говоря, как человек, который, во-первых, очень лично чувствителен к подобного рода оскорблениям, а во-вторых, который не может допустить их по статусу как альфа-самец, я думаю, это все очень хорошо запомнил. Во всяком случае, мы очень хорошо помним, что именно Маск постил про Владимира Зеленского, какие карикатуры. Ни один из крупных мировых деятелей, включая, по-моему, даже президента Медведева, не позволял себе постить по поводу президента Зеленского. То, что постил Маск, это показывало, как Маск к нему относится.
Третье, что самое главное, Маск панически боится, и совершенно правильно, потому что он стратегически мыслит, ядерной войне. И многократно в ходе этой войны и лично давал понять, и своими действиями давал понять, что он сделает все, чтобы ее не допустить. В частности, я напоминаю, что когда сразу после этой вот гигантской кампании по отмене Маска была такая ситуация, когда украинская Минобороны позвонила ему и сказала, ну, типа, теперь включить Старлинки над территорией Крыма, чтобы мы могли по ним бить. На что Маск сказал, вы знаете, вы не являетесь моими начальниками, вообще я американский гражданин, если вы хотите, чтобы такое разрешение я дал, то, пожалуйста, действуйте хотя бы через Пентагон, через американского президента. Это была, конечно, удивительная история на шара. Я не знаю, о чем там думали в этот момент в украинской обороне. Минобороны, может быть, что Маск, как российский интеллигент, которого очередной раз обоссали, расплачется и скажет, ну, теперь я сделаю все, что, значит, меня не отменили в Твиттере, я, значит, вот это все дам. А на самом деле идея Маска понятна. Маск считал, что это шаг к эскалации, шаг, возможно, к ядерной войне. И, конечно, он как частный гражданин, и тем более владелец коммерческой компании, не может лично делать такой шаг по требованию чужого государства. Это должно решать, ну, как минимум, американское государство, американский президент. Помимо того, что, естественно, американское государство тогда сказало нет, то есть сказало украинским военным, то, как мы можем заметить, еще и по этому поводу на Маска тоже демократы и украинская пропаганда, тысяча говорящих голов, вылила тонны грязи. То есть, понимаете, вот все вещи сошлись. Маск является в значительной степени заложником сейчас американской политики. Это доставляет ему с стратегической коммерческой точки зрения гигантские проблемы, которых он предпочел бы избежать. Второе, Маск лично очень боится ядерной войны, и он пытался избежать подобных проблем, как мы только что говорили. И третье, у Маска, учитывая то, что он публиковал про Владимира Зеленского, нет никаких иллюзий насчет того, кто были те боты и тролли, которые его отменяли в его же Твиттере, на чьи деньги они содержались, и нет никаких иллюзий, что из себя представляет Владимир Зеленский. Соответственно, даже если представить себе, что Михаил Федоров действительно сказал такое Зеленскому, типа я с Маском тут договорился, остается, значит, вот то... Но это как приблизительно, знаете, если бы, ну, у человека же голова-то на плечах есть, значит, как бы если бы мне позвонил Вася Пупкин и сказал, Юля, тебя назначили прима-балериной Большого театра. А я бы позвонила в Большой театр и сказала, знаете, меня тут назначили прима-балериной, а когда мне на сцену выходить? Ну, наверное, мне бы сказали, девушка, вы как-то немножко не того. А я бы сказала, так это меня развели, это Вася Пупкин, это не я. Это Вася Пупкин все виноват. То есть мы имеем интригу, извините, уровня Днепропетровской разводки. Да вот просто только только колл-центр позвонил в Белый дом и сказал, слышь, Трамп, тут Маск согласен. То есть это читается так, как будто Трамп должен был одобрить. А потом надо было позвонить Маску и сказать, а знаете, а вот этот Трамп-то дал согласие, а теперь вперед. То есть, естественно, я думаю, что и у Трампа, и у Маска, как бы, во-первых, от предыдущих встреч осталось соответствующее впечатление. Мы еще не забыли выездную сессию в Белом доме и все остальное. Но вот такая дешевая попытка разводки, да, слушайте, а Маск согласен. А потом позвонить Маску и сказать, что, значит, Трамп дал добро, поэтому, значит, давай тут поворачивайся. Она, ведь люди делятся на две категории. Люди, которые считают, что они могут таким образом манипулировать окружающими. И люди большого калибра, тот же самый Маск и Трамп, которые из таких историй делают выводы. Я думаю, что они делали выводы гораздо раньше. И тут и понимают, с кем они имеют дело. А второе, я совершенно не исключаю, что, как ни странно, Федоров мог действительно что-нибудь подобное сказать Зеленскому. Потому что все эти фантастические истории о том, что, дескать, там Федоров не то ногой к Маску дверь открывает, не то, значит, у него уже состоит главным советником, не то там по ночам шепчет ему в ухо, не то является ему как Мадуро в образе большого белого ворона. Да вот эти истории с 1000 говорящих голов. Это, скажите, просто с какой стати Маск
Вот еще раз повторяю, тот самый Маск, который постил про Украину то, что он постил. Ну, так я вам И и который объяснил, получил с в какой ответ то, что стати. он получил. Да? С Это же какой стати Маску я объяснил. вообще смотреть на этих людей, кроме как, простите, на туземцев? Послушайте, я вам объяснил, с какой стати. Потому что это вот такая история. Эта история описана в классике, эта история описана в жизни каждого. Всегда найдется такой товарищ, которому ты уступишь что-нибудь, вот столечко, а он на шею залезет и ноги свесит. И вот это была попытка залезть на шею после отмены Старлинков ну, на территории России или там прифронтовой территории вот для российской армии. Понимаете? Вот поэтому одну уступку превратили и раскрутили вот в это. Просто что мы не понимаем до конца последствий. Вот вы можете... Смотрите, вот тут две самые главные вещи. Первое, почему Маск отменял Старлинки для российской армии? Потому что российская армия, простите господи, оборзела. Но это на самом деле хитро. Да? То есть есть американская компания, услугами которой стала пользоваться ведущая гибридную войну с Америкой российская армия. Ну, естественно, это рано или поздно должна была, знаете, извините, шторка упасть. И понятно, что она упала не со стороны Федорова, а со стороны начальников комитетов Объединенных Штабов, которые сказали, ребята, вот это что-то уже совсем. Да? Это первое. А второе. Не будем сейчас говорить о том, что там Россия создает свою группировку «Рассвет», создает быстро, это даже сверхбыстро. Сейчас самое главное другое. Вы скажете, а вот если Маск и Трамп понимают из себя, что это вообще такое, что это за разводки, да, что им позвонили из Днепропетровского колл-центра реально, а почему же как бы они не бросают этих людей? А теперь самый главный вопрос. А что самое плохое Маск и Трамп могут сделать Украине? Вот самое плохое, что можно себе вообразить. Ну, отключить разведданные и все. Нет! Продолжать поддерживать Зеленского. Объясните. Парни, вы хотите... Нет, как бы, понимаете, это же естественно. Во-первых, есть неотменяемая, как я уже сказала, геополитическая реальность, которая заключается в том, что так уж получилось, может быть, сейчас многие по этому поводу в Америке, не многие, президент Трамп точно задумывается, потому что он не хотел бы этой конфигурации. Так получилось, что с 1997 года Соединенные Штаты приняли курс, который предполагал новую холодную войну с возможным превращением ее в горячую, в том случае, если Россия предъявит к оплате те векселя, которые были выданы странам бывшего Советского Союза. Значит, эти векселя предъявлены. Это гибридная война, реальная для России и Украины, гибридная для Америки идет, и Америка является частью этой войны. Естественно, она хотела бы ее выиграть. Она хотела бы навязать свою политическую волю России, и чтобы Россия стала как можно меньше. Что именно? В 22 году вообще... Подождите. То есть, проще. Это Америка хочет... Победа для Америки в этой гибридной войне, развал России. Так? Уже нет. Я думаю, что в 22 году, безусловно, было да. Когда как грибы выскочили все эти организации, когда все эти фрираши и прочие деколонизаторы вдруг заговорили о том, что, оказывается, надо не только Украину деколонизовать от русского влияния, но уже и саму Россию, то тогда предполагалось, что вот сейчас так же, как в Украине победили активисты, в России победят активисты, и там... с Россией случится то же, что случилось с Ираком и с Афганистаном. Да? То есть она провалится, особенно с Ираком, она провалится в полный хаос. Сейчас, понятное дело, нет. Сейчас Трамп более аккуратно глядит на вещи и, возможно, хотел бы всего лишь оторвать Россию от Китая, но в любом случае он находится в русле этой внешней политики, которая задана предыдущими десятилетиями американской политики. С этого, с этой подводной лодки не слезешь. Эта подводная лодка уже, люди воюют, хотя бы и гибридно. Второе. Никому в этой конфигурации не нужна сильная Украина с мельником ТЦК, вот с такими вот правителями, а нужна ровно наоборот одноразовая Украина, которую можно
чем больше ее использовать, тем лучше, потому что я думаю, что очень многие и в Америке, и в Европе задумаются, что нынешняя конфигурация на самом деле может быть очень ненадолго, потому что, условно говоря, если вы разделите Германию на две части и внушите какой-то части Германии, например, Баварии, что они не немцы и что они сейчас должны уничтожить немецкий язык, немецкую культуру и деколонизоваться от Германии, то какое-то время там колесо будет ехать, особенно если подкидывать внешний общак, если, значит, Бавария будет воевать, если Германия будет воевать с Баварией на эту тему и так далее. А потом, понимаете, кто-то опомнится, и кто-то скажет: ребята, что-то у нас тут странное происходит. Что такое опомниться в контексте Украины? Опомнится в контексте Украины, что в стратегической перспективе в Украине к власти, как это кажется совершенно невероятно, могут начать приходить политики, особенно если посыпется Европа как зона буферного государства, исчезнет американское влияние, которые будут говорить: слушайте, ребята, а как же нас надули? Нас же использовали в качестве дешевых индейцев, чтобы сражаться с своими братьями и с такими же, как мы. А как же вот так это самое получилось? А когда мы были в составе России, мы были системообразующей частью России, мы были русскими. И нам потом промыли мозги и сказали, что мы типа были колонизованы. Так вот же, кем мы были колонизованы. Мы были колонизованы Западом. Мы превратились в колонию Запада. И мало того, что мы превратились в колонию Запада, Запад даже совершенно не хотел. Мы были частью империи, а мы стали одноразовой буферной колонией, которую используют вот на один раз, чтобы стереть взаимно эти две части России друг друга. Так поскольку такая штука может быть, как я уже сказала, вот та конфигурация, которая сейчас есть, идеологическая, не вечна, то надо выжать из нее наиболее возможное и стереть не только одну часть России, но и другую часть России. Поэтому я обращаю ваше внимание, что именно потому, что Трамп и Маск, я думаю, сильно презирают нынешние украинские власти, скажем так мягко, то ничего более ужасного для Украины, как поддерживать их одной левой пяткой, вот ровно чтобы внешний общак продолжался, война продолжалась, Украина и Россия продолжали друг друга тратить. Просто никакой более разрушительной стратегии и правильной для США, и разрушительной для Украины они просто не могут придерживаться. Поэтому, и, собственно, этим занимается Европа. Да, кроме... Они под видом помощи, это, понимаете, вот на самом-то деле главные днепропетровские мошенники, они в этой ситуации сидят в Белом доме. Это только кажется украинским властям, что они могут кого-то разводить, потому что на самом деле разводят их. Хорошо, то есть Америка всех разводит. У меня вопрос исключительно по одному нюансу. Я уточняю, подождите, разводят только тех, кто хотел бы развестись. Из сказанными вами выше, вы говорите, уничтожат одну Россию. Александр, вы пропали. Куда я пропал? Нет, все на месте, Юлия, все хорошо. Вы пропали совершенно. Юлия, все хорошо, все на месте. Вы меня слышите? Потому слышим, что я... все, слышим, да, все, видим, отлично. все отлично. Поехали дальше. Очень важный нюанс, Юлия. Вы сказали, что там уничтожат одну Россию, там тратится одна Россия, тратится вторая. Вот смотрите, возьмем эту парадигму, опять-таки, безидеологически, то есть без... Тут, конечно, все, посмеялись над нашим профессором... доцент Залужный. Он же в рамках вот этих всех выступлений, там же куча было пафоса сказано. Я хотел сначала с вами пройтись по этому, но этот момент не упущу. Он же говорит, главная задача в момент войны, чтобы украинцы не превратились в россиян. Это главная задача. И оставались украинцами до конца. Вот это... Оказывается, это просто не просто так, вот это он, там вот, дракон, побеждаешь дракона, остановишь. Не-не-не, хоть это он... А там мысль глубже, понимаете? Мысль глубже, потому что даже вот сейчас, на 35-м году независимости, на 36-м уже, на 5-м году войны, скоро будет 5 лет, все равно, представляете, есть эта угроза, это опасение, что вдруг украинцы опомнятся и скажут, вот как по Тарасу Бульбе, да, помогли тебе твои ляхи. Оказывается, это сидит. И даже вот вчера был День независимости, я приводил абсолютно такой
кондовый, абсолютно написанный такой паркетный этот опрос про великих украинцев. Там у Зеленского 5-е место, у Бандеры 4-е место. А так посмотришь, первая тройка: Шевченко, Леся Украинка, Богдан Хмельницкий. Присмотришься к Шевченко, присмотришься к Богдану Хмельницкому, и немножко как-то удивление на тебя как бы окатывает, ну, судя с этой идеологией, Богдан Хмельницкий которую... же, если я не ошибаюсь, говорил, что я русский. Или я что-то путаю. Давайте сейчас посмотрим, но, по-моему, Смотрите. как раз он говорил: я защищаю наших русских, и что-то в этом И роде. у Тараса Шевченко тоже первый кобзарь на русском языке вышел. Дело не в этом. Смотрите, это просто так, ну, так вот принято, да, рассуждать. Я уточнение хотел сделать. А есть сейчас практическое или там, не знаю, духовное, душевное, или вообще какая-либо разница России, что будет условно с Украиной? Ну, я в формате там, что две России уничтожаются, да? Ну, хорошо. А есть сейчас, а какая разница вообще? Выжженное поле на территории Украины сейчас или не выжженное для России? Как вы ответите на этот вопрос? Для России, к сожалению, огромная разница, потому что, я думаю, я еще раз повторю, что эта война абсолютно чудовищна, и мы не могли ее представить 20 лет назад, потому что, ну, это все равно, что представить себе, что войну, что вот из состава Соединенных Штатов вышел Техас. Ну, вышел и вышел, конечно, жалко, дурак, кто это допустил, потому что Соединенные Штаты, естественно, логика собирания империи заключается в том, что целое больше частей. Ну, вышел, что делать? Ну, вдруг в Техасе заводятся какие-то замечательные деколонизаторы, которые говорят, что Техас не имеет ничего общего с американской культурой, что, значит, американцы Техас колонизовали, что надо переходить на алgonкинский или на испанский. Почему-то эти люди, представим себе, что дело происходит в 80-х годах, добегают советоваться с посольством Советского Союза в Техасе, побеждают даже иногда на выборах. Почему-то те активисты, которые занимаются деколонизацией, они очень тесно связаны с Коминтерном. И в тот момент, когда Америка говорит: ну, тогда, знаете, дело не пойдет, тогда мы вынуждены применить военную силу, тогда мы, значит, на Техас нападаем. И тут вдруг появляются активисты внутри самой Америки, которые говорят: слушайте, проклятая Америка ведет кровавую, агрессивную, ничем не спровоцированную войну. Все, что, значит, может сделать каждый правильный американец, это встать на колени, покаяться, выплатить репарации, устроить суд над военными преступниками и передать свой золотой запас на кому? На Советскому Союзу, чтобы том обеспечил не только уже в Техасе, но и во всей Америке правильные выборы. Вот этот уровень абсурда мы сейчас имеем. Как я уже сказала, что несмотря на то, что он кажется там привычным, и мы не вздрагиваем на людей, которые говорят, что главное, чтобы украинцы не стали русскими, тем не менее, я думаю, что очень может такое случиться, что там, через несколько десятилетий на этих людей будут показывать пальцами и говорить: ребята, как же все это произошло? Так вот, возвращаясь к от вот этой теоретической картинки к вашему вопросу. Да. Если Россия дело, что, значит, будет... Ну, вот смотрите, выжженная земля, вот это все ужас и кошмар. Ну, оттуда там летят дроны, не летят дроны, такая... Ну, я не буду никого обижать, когда-то была цветущая, ну, такая Сирия под боком у России. Почему, какое ей дело вообще, да, что тут происходит? Так дело очень простое. Такое же дело, как Соединенным Штатам дело до Техаса. Потому что, еще раз повторяю, мы прекрасно с вами понимаем, что если бы Украина была просто независимой страной, ну, наверное, бы нашлось там 2,5 человека, которые сказали, что вообще глупо расколотили горшок, или там, я не знаю, опять же, там Бавария отделилась от Германии в другом варианте. Глупо расколотили горшок, но ничего страшного. Бывают ситуации, когда люди, принадлежащие к одной культуре, живут в разных государствах, и никого это, извините, за жопу не клюет. Но вот живут немцы в Швейцарии и живут. Никто же не собирается их деколонизовать.
А что, естественно, Россия надеялась и долго не замечала этого, и 90% людей в голову бы просто такая удивительная вещь не пришла, что, ну да, бегают там какие-то маргиналы по где-то сбоку, там, может быть, носят бандеру, может быть, кто-то, значит, там против русского языка. Ну и что это? Не давайте не распространять на всех, тем более на политическую силу. А когда Россия это заметила, она попыталась с этим совладать, иногда не очень искусственными методами, гибридными. Было к этому моменту уже поздно, потому что поскольку украинских граждан под этим условием якобы брали на Запад, то ну, просто притяжение Запада и его моральный авторитет в этот момент был так велик, что если бы там, я не знаю, если бы украинцам сказали, что вам надо отрубить одну ногу, и вас тогда возьмут в Европейский Союз, то я думаю, что очень много людей отрубило бы одну ногу со словами «но зато нам дадут такие прекрасные протезы». А выяснилось, что ногу надо действительно отрубить, но только для того, чтобы стать калеками. И что в этом-то, собственно, и была задача. Потому что, ну, как бы отрубить всю ногу, одну ногу с помощью военных действий у целой страны сложно, а заставить людей отрубить самим себе ноги, а потом сказать им, ну, кому же вы такие одноногие нужны, это технология, она не так часто удается в истории, но зато, когда она удается, она никаких грошей стоит, а приносит фантастические результаты. Собственно, в результате значительной степени благодаря этому рухнул Советский Союз. Все еще радовались. Все еще радовались, что ГКЧП провалился. Говорили, о, как хорошо, что мы теперь распались на 15 частей. Как мы теперь шикарно заживем, но все будем зато не Эллина, не Иудея, все будем в прекрасном новом мире. Да, все И в Евросоюз вступим, да, в НАТО. все не понимали, да, все искренне принимали геополитические соображения, которыми руководствуются Соединенные Штаты, за моральные императивы. Вот абсолютно искренне. И все искренне принимали геополитические соображения, которыми может руководствоваться какая-то другая страна, ну, например, Россия, за фашизм. Вот это нельзя. Так вот, сейчас, когда дело дошло... А реальный фашизм за фашизм принимать? Ну, все как-то отводят глаза. Все говорят, нет, вы что, этого нет, ничего. Ну, подумаешь, Да неприлично этого замечать. Ну, как вы смеете замечать рунами- Коновальца? Страна борется. рунами Страна балуются. борется. Страна страдает. Страна жертва. Жертве все позволено, и ей все должны. Так вот, извините, что я опять, как Нет, всегда, долго отвечаю на ваш... Зеленский 2 года подряд на День независимости говорит, что страна не жертва, а игрок, боец. Поэтому боец и игрок. Не-не, это такое квантовое состояние. Когда надо, тогда жертва, когда надо... Квантовое состояние мы наблюдаем всегда. Вот обратите внимание, что вот квантовое состояние пропаганды, марафон мы тоже наблюдаем всегда в двух состояниях. Президент Трамп либо является агентом Красновым, подлым, который опять кинул Украину, но зато президент Зеленский ему так хорошо показал в овальном кабинете, либо президент Трамп, завтра мы его обвели вокруг пальца, слушайте, мы с ним договорились, он нам завтра вообще вот это даст и даст томагавки. И вот это квантовое состояние, причем люди, которые отравлены пропагандой, которые на нее сели, на эту иглу, они даже не задают себе вопросы, что, простите, а вчера же был агент Краснов, как же он томагавки-то даст? Так вот, простая заинтересованность России заключается в том, что Россия, конечно, предпочла бы иметь дружественную Украину, а потом Россия пыталась более-менее гибридными способами откусить кусок Украины, не получилось, и иметь гибридное влияние в Украине. Потом Россия в 2022 году, конечно, рассчитывала захватить значительную часть Украины нетронутой, но в ситуации, в которой две страны находятся сейчас, в ситуации смертельной войны, когда они катаются, два соперника в пыли, выдавливая из последних сил друг друга пальцы глазами, конечно, Россия заинтересована как минимум в причинении наибольшего ущерба Украине, чтобы, во-первых, линия постоянное или временное разграничение между русским и украинским языком проходила как можно западнее, во-вторых, в навязывании своей политической воли Европе, в-третьих, чтобы та часть Украины, которая останется под контролем людей типа Зеленского и под косвенным контролем Запада, чтобы
она была наиболее обескровлена, чтобы в ней не было населения, чтобы в ней не было экономики. Это жестокая, тяжелая правда. Ну, пока, видите, так, если объективно посмотреть, удается. Линия русского языка сдвигается дальше, потому что русскоязычные отправляются на запад, западнее. Ну, понятно, это все тоже, конечно, так нельзя сказать. Ну, много жалоб, например, с западных областей о том, что вот смотрите, у нас тут начался какой-то бум русскоговорящих, и с этим усердно борются. Как вы приводили примеры, ну, тоже и мы приводили примеры неоднократно. С точки зрения экономики, ну, это прям беда. С другой стороны, подождите, с точки зрения экономики. Сегодняшняя новость, давайте две новости обсудим и к зрителям пойдем. Значит, сегодняшняя новость меня потрясла. Появляется внезапно, это Bloomberg TV, турецкая, ну, турецкая версия, там, да, на Турцию вещает, телеканал Bloomberg информационный. Председатель правления турецкой судоходной компании «Трансбосфор» прямо в эфире обвинил Украину в ударах по турецким судам. Мустафа Кан заявляет, что Украина первой начала наносить удары по судам в Черном море, и говорит, это пиратство. Я считаю, что тем, кто спровоцировал и начал все это, была Украина. Даже не считаю, а знаю, потому что в самом начале они били только по судам, перевозившим военные грузы, однако сразу после саммита НАТО в течение 100 часов, то есть буквально за 3 дня, они атаковали конвой, было поражено 35 судов, и хотя затонувших среди них нет, судно выходит из строя, плюс ты запугиваешь экипаж, и экипаж больше не хочет идти в этот регион. Я считаю, что в некоторой степени пиратское нападение. То есть ты бьешь по судну под турецким флагом, да, какое ты вообще имеешь право это делать. Вслед за этим то же самое начала делать и Россия. Прогнозируют, что убытки Турции за вот этот период из-за ударов по судам и остановка судоходства в Черном море через турецкие проливы соответственно, да, в ближайшие 3 месяца составить, внимание, 20 миллиардов долларов. А эти потери будут еще мультиплицироваться и расти за счет подорожания пшеницы, нефти. Ну и, в общем, призывает этот руководитель коммерческой организации, да, повлиять на Украину и Россию, добиться создания зернового коридора. Ну, собственно, вот с таким посылом было выступление вот этого коммерческого деятеля. Это впервые так. Хотя затесался там какая-то девочка, эксперт, да, энергетический или там по логистике. Короче, внезапно на Киевском канале несколько там месяцев назад говорит, елки-палки, так открыто, и все так когда ахнули, и больше ее никуда не звали, эту экспертку. Она же четко сказала, зерновой коридор разрушила Украина сама. Потом ее быстренько затерли, убрали, в общем, нет ее ни в каких эфирах. И вот сейчас проходит условно там полгода, да, и вот, пожалуйста, какие последствия таких заявлений? И, тут уже все понятно. Здесь нужно влиять. Понятно, что тут Bloomberg пишет и на Россию, и на Украину, но слова Кана прозвучали максимально четко. Слушайте, у заявлений, тем более турецкого коммерческого чиновника, нету, естественно, никаких последствий. Их можно разбирать только в качестве симптома, потому что, во-первых, мы понимаем, что Турция – это не совсем та страна, которая будет руководствоваться моральными правилами. Это страна, которая будет руководствоваться правилом того, что выгодно для Турции, и правилом геополитической целесообразности. Здесь самое важное в этих словах я вижу то, что есть простая вещь. В войнах никогда не побежали в истории человечества, никогда не побеждали морально правые, в чем бы моральная правота ни заключалась. В войнах побеждали сильные. И, как правило, с точки зрения сильных, в конечном итоге соглашались. Вот это такой, знаете, очень интересный момент, что турецкие товарищи предпочитают, в отличие от европейских чиновников, понимают, куда ветер дует. А что же касается, по сути, заявления, то да, конечно, этот человек абсолютно прав.
потому что мы помним, как тяжело давалась зерновая сделка, как давили на Россию, чтобы она ее согласовала. Насколько невыгодна была зерновая сделка для России, потому что для Украины было важно обеспечивать себя какими-то деньгами, и Россия фактически одной рукой воевала, получается, а другой, пожалуйста, вот все это возите. И когда Украина первая пошла на тот виток эскалации, который эту зерновую сделку сорвал, просто, как сказал Путин, они развязали нам руки. И, кстати говоря, я очень же хочу добавить вот к этой абсолютно трагической ситуации, потому что когда я говорила вам, что Россия заинтересована в войне на истощение, и Россия, не мытьем, так катанием в нынешней ситуации, когда она не может взять как можно больше Украины невредимой, заинтересована, как и всегда в любой войне, в причинении максимального ущерба сопернику. Точно так же в таком же причинении ущерба заинтересована и Украина. Но я обращаю ваше внимание на абсолютную трагичность ситуации, потому что, в общем, вся стратегия России исходит из того, что Россия является, что территория Украины, по крайней мере, значительная ее часть, является территорией исторической России, и украинцы – это русские. То есть, кого бы вы не истребляли в этой войне, вы истребляете русских. Еще один момент хотел с вами обсудить. Это... А если Россия это не признает, то что она делает в Украине? Кит Келлог говорит, примеры личные приводит, что у него там и жена, и дочка служили. Сейчас выходит, тоже так красиво написали, официальное заявление. Читаешь, а кто что так официально заявил? Комитет Рады. Это депутаты. Депутаты официально заявили о том, что никаких... Значит, до этого заявил Центр противодействия дезинформации, что никаких, в общем, не будет принято решений по поводу женской мобилизации. Но эту тему серьезно качают. Женская мобилизация станет отправной точкой или какой-то точкой невозврата. Вот сейчас на самом деле очень такой момент... Многие признают, так вот резюмируя 35 лет независимости Украины, что вот эти последние, многие даже не празднуют. Там, и у меня из экспертов кто, и вот как-то, какой-то день траура, что ли, у людей, потому что они помнят те дни независимости, которые были до, надежды свои, которые были до, и что сейчас во что это все превратилось, и они не поздравляют, друг друга. Это как бы... Александр, можно я вставлю, что я бы тоже не праздновала, как у нас там 12 июня, День независимости России от кого? От России. Вот это тоже так себе праздник. Я думаю, что... разные поводы. Подождите. Поводы разные. И, кстати, я очень неправильно выразился, истребление, надо говорить истощение. Да, вот когда Россия истощает Украину, то надо понимать, что она истощает русских. Угу. Хорошо. Так вот, вопрос. Это и есть трагедия. Женская мобилизация, которая вот это прогревается. И так просто люди понимают, что там кто уехал, или, например, кто на фронте, ушел в 22 году и до сих пор жив, и, в общем, воюет, служит, он понимает, что после войны он вернется, а это уже будет, вообще другая Украина. Абсолютно другая. От той, которая была в 22 году, или, например, от той, которая была там до 22 года, до 13 года, там, до каких-то годов. Это абсолютно, вообще все по-другому. Это еще одна точка бифуркации, точка невозврата. И пойдут ли на женскую мобилизацию или прикроют этой темой, шумихой вокруг мобилизации женщин, какое-то снижение возраста, еще большее людоловство. У меня, наверное, точка зрения, которая отличается от многих ваших экспертов. Я считаю, что история с женской мобилизацией – это чистый пиар, это чистый хвост собаки Алкивиада. Давайте пообсуждаем это, чтобы не обсуждали что-то другое. Например, там даже Федорова, Мендичгейт. Между прочим, вот эти вот новые пленки Ирины Мудрой, которые мы с вами даже не обсуждали, а вот видите, женскую мобилизацию обсуждаем. Но это такое серьезное пиар-оружие, потому что, знаете, когда вы с точки зрения пиара находитесь в том, что лучше обсуждают пусть женскую мобилизацию, чем что-то другое, это палка о двух концах. Чем шашни мудрая с Микитосем. Вот эти. Это ж, послушайте, такой ж муж есть там же. Это 2 квартиры они снимали, чтобы там пересекаться. А он ее писал. То есть он ее, так сказать, кружил и писал.
Это абсолютный Слушайте, нонсенс. извините, я, простите, не в курсе этой трогательной детали. Конечно. Дружили организмами. И он ее, так сказать, под монастырь. И он ее писал? Да, и он ее и подвел под монастырь. Слушайте, у человека большая политическая карьера будет, видимо. Так была, депутат бывший, тоже бизнесмен. В общем, и все всех Его пишут. надо к Маску послать. Вы понимаете, Починить. доверять вообще никому нельзя. Какая-то страшная дичь какая-то творится. А я вот задаюсь вопросом, уже там пару дней назад тоже задавался, а как вообще можно чем-то управлять? Какое там доверие может быть по ветке, по вертикали начальник подчиненный? Как вообще можно, как можно что-то хорошее совершить, или плохое, или хорошее, неважно, что-либо, если тут на всех этажах все друг друга пишут, все друг друга, все такие делают вид, они не понимают, кто такой Вова, а при чем тут Вова, он говорит, а я ни при чем, я вообще не знал. Какой-то абсолютный лютый цирк и трэш, который приправили вот этими пафосом Дня независимости, там, Дня флага и Дня сегодняшнего. Слушайте, я только могу одно сказать про этот скандал. Во-первых, конечно, уже все привыкли. Это как раз тот случай, знаете, когда яд глотаешь по частям, и 2 месяца без продолжения Медичгейта, это уже, кстати, где наш любимый сериал? Где наша игра в «Золотых престолов», если бы по-другому не сказать. Да, так вот, соответственно, я что обратила внимание, что, во-первых, госпожа Мудрая, даром, что она с запада Украины, она говорила на чистом русском языке. По фене. Да, это вам не для холопов. А во-вторых, то есть, как я понимаю, все это было сделано, там поставили гигантский залог за Галущенко и поставили на живца, стали смотреть, как его будут собирать. И получили живой художественный материал для новой серии. Но мне очень нравится, что все это прогоняли через Сенсбанк, потому что я напоминаю, что Сенсбанк – это бывший Альфа-банк, бывший филиал Альфа-банка. И я напоминаю, что в самом начале его отжали, а потом еще там собирались отжимать сотовую компанию, но что-то не получилось. И тогда Михаил Фридман, между прочим, тоже уроженец Львова, так, на минуточку. Угу. По крайней мере, жил во Львове в детском возрасте, не помню там, где родился. Национальность у них одна, да. Да, значит, то есть, строго говоря, Михаила Фридмана можно было бы честь по графе «украинец», если очень хочешь, но понятное дело, что если это российский олигарх, которого можно внести в списки и ободрать, то его чистят по совсем другой графе. И понимаете, когда я смотрела, вот на что превратился Сенсбанк, у меня, естественно, я задавала себе простой вопрос. А вот все эти санкции, под которые тогда угодил Фридман, кстати, совершенно непонятно с чего. Их, если я не ошибаюсь, уносила Польша. Какое отношение к Польше имел Фридман, я не знаю, но зато мы знаем, что тогда поляки и украинцы очень дружили. Так вот, значит, вдруг Польша резко восхотела Фридмана в этих санкциях. Одновременно там были какие-то фантастические списки российских бизнесменов под украинскими санкциями с формулировкой «платил налоги, значит, поддерживал войну». Одновременно там была комиссия безгрешного Макфола с безгрешным Ермаком, которые разные предложения предлагали. Одно из них было подвести под санкции 100 тысяч самых богатых россиян и россиянок, причем они могли избавиться от этих санкций, там был прописан механизм индульгенции. Я такой оферты о взятке просто еще никогда в международных документах не видела, потому что там прям было написано, если он или она переведет значительную часть своего состояния в фонд возрождения Украины, учрежденный украинскими чиновниками. Да вот мы сейчас просто, значит, на примере Медичгейта понимаем, куда бы делись эти деньги. Александр, но мы-то думали, что тогда все речь идет о, как бы это сказать, о национал-несоциализме, об идеологии, о национал-деколонизаторах, об украинском БЛМ. А вот сейчас я гляжу, на что превратился Сенсбанк, и вот оказывается... И как вот сейчас выглядит эта идеология, которая потребовала, значит, что все российские бизнесмены виноваты в войне, но могут откупиться, пожалуйста, да. Вот сюда вот. Абрамовичу Так что говорили? слушайте. Челси, где деньги? За Челси. Вы же представляете, какая это была операция? Это ж какой Илон Маск... Вот эта история с Илоном Маском отдыхает. Мы только что разбирали такого же рода историю. Позвонили бы всем.
Слушайте, так может быть, оно было, вот все эти крики, что русские бизнесмены генетически виноваты. Может, оно было для этого, я думаю. Да, получается для этого. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Всем большое спасибо, что проголосовали. Поддерживаете ли вы план, в котором предусмотрено обоюдное отведение войск и буферная зона между этими войсками? Ну, вот этот вот типа план, который якобы повез Ватикан. И сейчас непонятно, какой-то кортеж колесит улицами Москвы, кто-то приехал на самолете прям с военной базы Эндрюс во Внуково. В общем, интересно, да, там, поддерживаете, если это все об этом плане, о котором нам писали вчера Таймс и так далее. Так вот, поддерживаете или нет? Вот такие результаты у нас сегодня получились. 2% нет, это проигрыш Украины. 11% да, это самый быстрый вариант, иначе это будет долго коптеть, эта война. Давайте вот это. Да, я поддерживаю. Пускай разведут войска, буферная зона, и будет нормальная мирная жизнь. 32% мне все равно. Абсолютно все равно, как. Главное, пора заканчивать. То есть и этот план, или какой-то другой, или просто там этот нам показали, а другой какой-то под сукном. Абсолютно все равно, пора заканчивать. 32%. Ну вот если, допустим, за этот план и все равно какой, то получается у нас в общей сложности там 43%, но побеждает вариант 54%. Нет, это проигрыш России. Что скажете по поводу мнения аудитории? Я уже об этом говорила, что с моей точки зрения этот замечательный план, компромиссный, как нам рекомендуют, составленный европейцами, американцами и правительством Зеленского. Я не знаю, кто из этих трех достойных сторон компромисса представлял в этом компромиссе Российскую Федерацию. Ну, еще, честно говоря, я не знаю, там, вот, так я не знаю, кто из них представлял Российскую Федерацию, но я бы на месте людей в Кремле сказала: ребята, замечательный план, будем продолжать мирный процесс, будем работать, а мы всячески за мир, у нас есть, мы почти совсем согласны в этом плане, кроме нам две маленьких уточнения. Во-первых, как только прекращаются боевые действия, вы снимаете с России все санкции, а во-вторых, вот вся эта идея широкой зоны разделения, которую мы всячески поддерживаем, должна начинаться с того момента, и который будут руководить американцы, где будут стоять американские войска, должна начинаться с того момента, где заканчивается российское присутствие, и распространяться на следующие 200 километров нынешней территории Украины. Мы глубоко поддерживаем создание буферной зоны, и если вы за мирный план, вы, конечно, должны поддержать такое создание буферной зоны тоже. Угу. Вопросы зрителей сейчас начнем. С клуба начнем, потом сообщество, потом чат трансляции. Свежее заявление полетело в информационное пространство. Я бы сказала, ни в коем случае не отвергайте мирных планов. Продолжайте мирный процесс. Свежее заявление, которое я хочу, чтобы вы прокомментировали. ВСУ планировали вторжение в Россию 8 марта 2022 года. Мы опередили Украину на 2 недели, поэтому первое начали войну. Советник Путина Антон Кобяков сделал такое заявление. Что скажете? Ну, я бы сказала, что если ВСУ планировали вторжение, да еще и в Россию, а не в Донбасс, то следовало бы дождаться этого вторжения, объявить Украину агрессором, и как вдарить, понимаете, и тогда бы все сказали: ну, Россия-то права, в нее вторглись, и вообще лучше бы, честное слово, этот человек чем-то другим занимался. Так, поехали. Вопросы для вас. Режим Блиц, вопросов достаточно. Много. Поехали. Пользователь спрашивает: здравствуйте, Юлия, Александр. Спасибо вам за участие, Юлия, в «Живом гвозде». Смотрю с попкорном, кайфую. Любо-дорого смотреть, как у Айдара, живущего в черно-белом мире с розовыми понями, короче лицо, когда вы ему предъявляете реальность. Просто хотел поблагодарить. По скриптум. Это комедия и трагикомедия одновременно, как и вся наша жизнь. Вот такой вопрос пожелания. Я хотел бы, чтобы вы отреагировали, потому что там чем дальше, тем больше. Вам же как говорят: это российская пропаганда. Что это вы тут российскую пропаганду транслируете? Приходите, завтра у нас, кажется, будет эфир с Айдаром. А что касается российской пропаганды, то, понимаете, я заметила, что в последнее время слово «пропаганда» употребляется в том же значении, что слово «фашизм».
оно начинает означать взгляды твоего противника. И когда вы употребляете слово пропаганда, то получается, что вместо того, чтобы спорить с человеком, чего вы, как правило, просто не можете делать, вы просто говорите, а это вы распространяете пропаганду. Это избавляет вас от необходимости чего-то доказывать. Я бы сказала, что слово пропаганда, с моей точки зрения, оно обозначает распространение сведений, которые, во-первых, не соответствуют действительности, а во-вторых, зато соответствует психологическим, политическим или идеологическим потребностям ваших начальников. Ну вот, например, когда телемарафон распространял, что тут Маск, то тут Зеленский то ли договорился с Маском, то ли вообще кто такой Маск, чтобы с ним встречался сам президент Зеленский. И вот скоро прилетят ракеты, нацеленные Маском на территорию России, и поразят там ракетные российские пусковые установки. А вот это в чистом виде пропаганда, потому что это то, что полностью не соответствует действительности. В действительности произошло ровно обратное, но зато соответствует психологическим ожиданиям. А, скажем, вот когда российское телевидение говорило в десятых годах, что в Украине проблемы с русским языком, и российские демократы говорили, что это российская пропаганда, и что нету в Украине никаких проблем с русским языком, а всякий, кто это утверждает, является агентом Путина, то они, во-первых, как раз врали и как раз занимались пропагандой, только занимались пропагандой активистской. А во-вторых, сейчас нам эти же самые люди говорят, что, ну как же, все правильно. Правильно в Украине проблемы с русским языком, потому что это несчастная колонизованная территория, а деколонизуемые страны всегда борются с языком колонизаторов и с их культурным влиянием. И, естественно, возникает вопрос, ребята, во-первых, вы тогда говорили одно, сейчас другое, вы как-нибудь договоритесь между собой. А во-вторых, вот это действительно пропаганда. То есть я обращаю ваше внимание, поскольку мы как-то должны все-таки отличать пропаганду от непропаганды, я предлагаю из тезисы, которые вам не нравятся, и тезисы, которые описывают действительность, и тезисы, которые описывают адекватно действительность, из-под понятия пропаганды с обеих сторон исключить, а оставить слово пропаганда только за теми только за теми тезисами, которые заведомо не соответствуют действительности, которые вы распространяете для психологического удовлетворения собственных слушателей. Мгм. И, естественно, пиар-удовлетворения власти. Этим действительно занимается и российская, и украинская сторона, но давайте, значит, соответственно, не использовать слово пропаганда, как используется слово фашизм, для того, чтобы вместо того, чтобы спорить с собеседником, заклеймить его, и вместо того, чтобы спорить с точки зрения, которую вы не можете оспаривать, просто уходить от спора. Тарик задает вопрос. Еще до 22 года была такая теория: Израиль жить долго не сможет, так как он в окружении врагов, и настроение на Западе может измениться. Это сейчас происходит, и внешний общак накрывается. Нужен будет новый дом, типа Украина, но только безлюдный. Что вы об этом думаете? Спасибо. Израиль не живет на внешнем общаке. Военная помощь США, которая, кстати, довольно поздно начала поступать Израилю, если не ошибаюсь, где-то с 73-го, но я могу сейчас перепутать, по крайней мере, после 68-го года, она составляет, если не ошибаюсь, $3 миллиарда в год. Это какие-то абсолютные копейки. Израиль – это самостоятельная экономика, которая, несмотря на гигантские военные расходы, которые она вынуждена нести, вполне обеспечивает сама себя. И дай бог каждой стране иметь такой уровень развития, такой уровень, в том числе социального развития, такой уровень университетов, такой уровень науки и такой уровень технологий, как Израиль. Мгм. Так, переходим. Я бы поставила по сравнению, значит, я, конечно, понимаю, что мы стремительно приближаемся к точке, когда крупнейшие мусульманские державы мира, типа Франции и Великобритании, действительно получат ядерное оружие, но я бы даже в этой ситуации поставила бы на Израиль. Понятно. Значит, дальше. Сообщество YouTube. Лина Востроилова. Вопрос. Не получается ли так, что конец войны равен концу государственности Украины? Как вы думаете? Я думаю, что в нынешней итерации нету, но если Украина будет... То есть
как я уже сказала, если в Украине будет продолжаться побеждать вот эта вот существующая ныне идеология, которая делает из Украины антироссию, то очень возможно, что в конечном итоге там, через несколько итераций от Украины останется очень небольшой кусок в виде Западной Украины. И я думаю, как раз ну, вот на него никто претендовать не будет. Мне кажется, даже Польша не будет. Юлия Владимир спрашивает, вы за капитуляцию или за мирный договор с Украиной? Украина в кавычках с большой буквы. А капитулировать-то кто должен? Ну, я так понимаю, что потому что в кавычках Украина у Владимира Украина претендент на эту участь. Но я не вижу, как при нынешних текущих военных раскладах Украине, я не вижу, чтобы Украине грозила капитуляция, ну, тем более России она не грозит, но я не вижу, чтобы, понимаете, я все время говорила, что вот все, что происходит в этой войне, будет решаться на поле боя. А вся война городов, которая сейчас затеяна, соответственно, Зеленским при поддержке европейцев, связана с тем, чтобы поле боя расширилось до московского НПЗ и даже до Урала, и, соответственно, косты продолжения войны для России стали и для российской власти стали непропорционально велики и неподъемны. Но в любом случае это все равно тоже является полем боя. И, как мы видим по соотношению сил сторон, я не представляю себе, чтобы этот этап войны кончился существенным поражением одной или другой стороны. Единственное, что может произойти, Подождите, это, допустим, ну, если... стойте, существенно... Уничтоженные эпицентры, логистика, это не существенное поражение, это так, несущественное поражение? Или Нет, пока или подождите, или пока Украина запускает дроны по России, значит, она непобедима, или ее не победили. Такая Значит, логика. с точки зрения стратегии, ни одна, ни другая страна пока не потерпели существенного поражения, хотя, конечно, Украина пострадала гораздо больше, и стратегически можно сказать, что Украина чрезвычайно ослабла, потому что страна, которая в 1991 году имела 51 миллион людей и ну, фантастическое наследство от Советского Союза, которая тогда казалась, вот, типа, проклятый совок, тут какие-то фабрики, да вот это мы тут сейчас построим. А мы видим, что от этой страны осталось 20 миллионов человек. Это промышленность, большая ее часть невосстановима. И демографический упадок невосстановим. И с этой точки зрения, конечно, Украина уже потерпела серьезное стратегическое поражение, которого ну, близко пока не видно России. Но, тем не менее, вот все эти удары по эпицентрам, ну и, соответственно, по Вайлдберрис, ну, это пока не то, что сломает спину верблюда. Так, дальше. Вот такой вопрос. Дружба народов – это то, что нам нужно, это ключ к спасению от бед и войн, это то, от чего нас старательно лишает наш враг, руководствуясь «разделяй и властвуй». И в наших силах противопоставить ему нашу любовь друг к другу, мира всем и дружбы народов. Вопрос от Андрея. А возможно ли это при капитализме? Дружба народов? Да. Да запросто, а чем ему так капитализм помешал? А потом, понимаете, капитализм – это такая штука, которая, ну, если ты правильно устроен, можно вполне себе и не воевать. А может, вот как Илон Маск, расширяться. Я не думаю, что капитализм имеет... Понимаете, и социалистические страны воевали, и тоталитарные страны воевали, и капиталистические, и монархические воевали, и войны возникают из геополитических необходимостей, не всегда, иногда из глупости, но большая часть конфликтов в нашем мире возникает из геополитических необходимостей, просто это надо признавать и отдавать себе отчет. Иногда и как они возникают тогда, когда оказывается, что вести войну лучше, чем ее не вести. Вот, например, война Трампа против Ирана возникла из геополитической необходимости не потому, что Трампу так хотелось воевать против Ирана, а если бы он не начал эту войну, которую он так на минуточку сейчас, ну, де-факто проигрывает отчасти,
Если бы он не начал эту войну, то стратегическая ситуация для Соединенных Штатов, возможно, была бы еще хуже, потому что через несколько итераций, через несколько лет Иран бы покрыл весь Ближний Восток сетью своих прокси, и, скорее всего, когда пришла бы демократическая какая-то администрация Соединенных Штатов, заключил бы окончательное соглашение, и оказалось бы, что ситуация еще хуже, чем сейчас, казалось бы, настолько неудачная война. Мгм. Так, значит, интересный, конечно, комментарий. Не знаю, там, ну, хотите отреагируйте, хотите нет, но зачитать его прям очень интересно. Здравствуйте, я живу в районе Внуково. Когда в прошлый раз приезжали переговорщики, то в небе невозможно было протолкнуться от К-52. Сейчас тихо. Но, как мне кажется, я знаю, зачем прилетел самолет. В московском зоопарке жил крокодил, который в 1945 году его вывезли из берлинского зоопарка, чтобы сохранить ему жизнь. У этого крокодила опекуном-спонсором до мая 1945 был Гитлер. Этот крокодил умер пару лет назад в возрасте 110-130 лет, по-моему. Может быть, его тоже хотят перезахоронить в пантеоне в Украине, и для этого самолет привезли. Но самолет прилетел из Америки, так что давайте следующий вопрос. Нет, ну интересно, ну как бы, да. Пошутил человек. Опять отсылка к... Неудачная шутка. Шутка должна быть смешная. Ну так, ну подождите, ну все кости будут, как все флаги в гости будут к нам, все кости в гости будут к нам. В общем-то, по поводу в этом пантеона. смысле, нет, ну все-таки натянуто. Сергей задает вопрос. Телекомпания BBC в фильме «Пасквиле» «Inside the Terror» изображен умирающий великий Сталин в луже чего-то, намекая и унижая. Почему в России Черчилля не изображали никогда, как он валяется пьяный и облеванный? Я не знаю этого фильма, я сильно подозреваю, что это фильм, который снимала частная компания, и должна сказать, что, ну вот, что-что, а изображение Сталина наверняка диктуется рамками художественного замысла автора фильма. Что же касается Черчилля, то я думаю, что на него в России было, в Советском Союзе нарисовано столько карикатур, что, пожалуйста, не надо. Угу. И более того, любой человек, который имеет желание сказать гадость о Черчилле, там, что называется, welcome, но если хотите, я могу сказать гадость о Черчилле. Скажите. Но только такие Черчилль... гаденькие гадости. Вот так. Не на полшишечки. Прям так, давайте. А я не на полшишечки, я просто повторю то, что говорил мой кумир Патрик Бьюкенен, бывший один из лучших историков и геополитиков, геостратегов США и бывший советник Рейгана, когда он написал целую книгу, в которой он сказал, что Черчилль – это тот человек, который принял Великобританию в качестве Великой империи, и к концу его правления Великобритания представляла собой маленький остров, который потерял все. И это был именно результат политики Черчилля. Ну, вообще, конечно, да, политика... Как Первой, так и Второй мировой войны. Не модно по результатам жизни страны. Да, политиков судить. Так, вот такой вопрос. Значит, Демьян задает. Юлия Леонидовна, сегодня для вас провокационный вопрос. Вы говорили, что доверяете расследованию Bellingcat по малазийскому Боингу, но есть странное совпадение. Bellingcat было основано 14 июля 2014 года британцем Эллиотом Хиггинсом, а через 3 дня произошла катастрофа. И утверждается, что Bellingcat сыграла важнейшую роль, опередив официальное следствие по многим пунктам. Но в то же время их совсем не заинтересовали события на Майдане, расстрелы протестующих. Менее важно же, хотя тот же Иван Качановский с этим хорошо разобрался. Не кажется ли вам это странным? И почему не допускаете, что это все проделки Ми-6? Ну, я бы для начала человеку посоветовала изучить расследование, а не заниматься рассказами о том, где, когда, кто кого основал. Потому что, это типичная даже не теория заговора, а это вот, как бы сказать, вот это и есть пропаганда, вот это и есть wishful thinking. А когда вместо того, чтобы заниматься тем, чем расследовала Bellingcat, и что, кстати, полностью подтвердилось, и
опровергнуть, ну, хотя бы какие-то факты из их расследований. Да, вот этих видео не было, вот этих переговоров не было и так далее. А вместо этого говорят, а вы знаете, когда оно было, когда оно было устроено, а когда оно было основано? Я не знаю, когда было основано в Bellingcat, я подтверждаю, что оно было основано человеком, которого звали Эллиот Хиггинс, который, кстати, крайне достаточно левый чувак, и именно поэтому Bellingcat, конечно, всегда обходилась вот в абсолютно русле. Там мы тут будем расследовать. Более того, они, если вы обратите внимание, большинство их расследований как раз были связаны не с расследованиями, допустим, той же самой России. У них было огромное количество тут расследований про всяких, значит, этих кровавых империалистов и капиталистов, как это очень часто делают, любят леваки. И как раз люди, которые в Беллинкете занимались серьезными расследованиями, то есть Христо Грозев и Арик Толлер, они не случайно ушли потом из Беллинкета. Я бы даже сказала, что их выпнули, потому что они оказались просто намного переросли уровень смешной левой организации, которая там разоблачала QAnon или что-то в этом роде. А сама организация благополучно рассыпалась. Расследование Беллинкет, которое, как мы теперь понимаем, задним числом выполнял в основном Христо Грозев, он просто тогда не рекламировал. Это был действительно совершенно потрясающий случай, когда в новом дигитальном мире даже частный расследователь по огромному количеству цифровых следов, которые остались, там кто-то публиковал видео с этим трейлером, на котором везли Бук. Кто-то, значит, из солдат этой бригады написал, что мы едем туда-то и так далее, и так далее. Оказалось, что все это можно поднять, не пользуясь, внимание, теми инструментами, которые есть только в распоряжении спецслужб. И ровно наоборот, это очень важно заметить, что если бы... Я думаю, что спецслужбы прекрасно понимали, что происходит с самого начала, хотя бы потому, что американцы в спутнике висели. Но спецслужбы относятся ко всякого рода такой информации всегда как к некой драгоценной валюте, которую надо положить в сейф и использовать для шантажа, или типа она должна быть секретной. И именно поэтому спецслужбы за последнее время, не только в России, кстати говоря, превратились вот в поставщиков досье «Золотого дождя». Ну, досье «Золотого дождя» – это как раз американская история. То есть, когда люди, которые абсолютно irresponsible, которые абсолютно не отвечают за свои слова, потому что их считают только высокостоящие, начинают пороть какую-то абсолютную ахинею, потому что как бы этого хочется высокостоящим. И вот расследование Беллинкет было абсолютно грандиозной ситуацией, когда вдруг оказалось, что частные люди, в основном Христо Грозев, просто могут взять по открытым источникам и сказать, а это было вот так, так и так. Из таких же расследований могучих, вот действительно правильно наш слушатель называет расследование Ивана Кочановского, который я считаю абсолютно как бы того же уровня и того же статуса, и тоже на основе открытых данных. И очень действительно интересно, что Беллинкет, будучи леваками, конечно, этим никогда не занимались. Вот это там выбор поля расследования. Из той же серии, я напомню, была группа, я сейчас забыла, как ее звали, но это группа расследователей происхождения коронавируса, по которой пока, значит, все официальные лица врали, они просто объединились в интернет-сеть и начали там переводить китайские документы, начали изучать источники совершенно открытые. Сказали, ну, ребят, вот смотрите, вот его же сделали по этому. И Diffuse, вот, это называлась группа Diffuse. И я обращаю внимание, что вот каждое такое расследование, оно именно тогда и сильно, когда им занимаются абсолютно фанатичные энтузиасты на первом этапе, которым, ну, просто ничего не надо, у которых нет официального статуса, которым нечего менять, которые нагуливают статус. И они вот предъявляют товар лицом. Ровно, собственно, именно поэтому оказалось, что Христо Грозев потом востребован в других структурах. Ну, как же такому человеку пропадать? Арик Толлер, он пошел работать в Нью-Йорк Таймс, а вот эта вот сама левацкая идиотская оболочка Беллинкет, она сдулась, ну, абсолютно бесславно, потому что их уровень был бороться против QAnon. Так, чат трансляции. Уважаемая Юлия, почему тех, кто в феврале 14-го силой захватил кресло президента Украины, окружил Верховную Раду людьми с автоматами и диктуют такие законы, диктуют, какие законы принимать, называют вообще Украина, если они террористы? Как вы ответите на этот вопрос?
Нет, я считаю, что это оценочное суждение нашего слушателя. Вы можете как угодно называть людей, которые сейчас правят в Украине, но ну хорошо, как горшком назови, но там дальше кто-то, ваш оппонент назовет Путина террористом, дальше что? Ну вот так вы будете словами перекидываться, как кусочками говна. Ну, Россия признала же Порошенко после всего, да. Жму руку, обнимаю, это же было. Да, вообще в Украине прошло с тех пор двое выборов. Какие вопросы к выборам? Там другое дело, что Порошенко победил на выборах под одними лозунгами, а потом стал рассказывать, что наши детки будут ходить в школу, а их сидеть в подвалах. И то же самое потом произошло с Зеленским. Он победил на выборах под одними лозунгами, а потом оказалось, что мнение 50 НКОшек важнее мнения 73% избирателей. Но выборы-то были. Выборы, да, выборы были. Вообще о чем мы как бы? А, А вся история, вот отдельная история, еще раз повторяю, вот то, что на меня произвело гигантское впечатление, то, что расследовал Иван Кочиновский, потому что я просто, во-первых, всем нашим слушателям рекомендую его книгу, так же, как я всем рекомендую расследование Беллингет, что называется «Первоисточник», вне зависимости от того, там, на чьей стороне лежат наши симпатии. Да, это вещь, сначала надо факты, а потом симпатии. Вот расследование Ивана Кочиновского, которое показывает, что с гигантской вероятностью большинство расстрелов, которые совершились на Майдане, это были правые, которые стреляли как в ментов, так и непосредственно в людей на Майдане, что превращало это все в гигантскую провокацию, ну, совершенно неслыханного масштаба, что показывало, почему, собственно, так правые стали сильны в Украине, и что, обратите внимание, американцы же это прекрасно знали. То есть они видели, и что самое главное, превращало эту всю историю из истории народного восстания против президента Порошенко, против президента Януковича, который утратил легитимность, начав стрелять в народ, в историю того, как правые через толпу захватили и манипуляциями, и вот этими стрельбой захватили власть в Украине. Ну да, потом там были выборы, потом там было все другое. Заметим, что никто из тех, кто стрелял, так к власти не пришел. А американцы закрыли на это глаза. И таким образом вся история о том, что, значит, свергли кровавого диктатора Януковича, полностью на 100%, 180% переворачивается, и вся история Майдана оказывается ровно противоположной той, что мы видели. Сергей Хромов, вопрос, почему Украина и многие украинцы согласны на сделку, ну и согласились на сделку по развалу России? Это предательство или тут такой вот суверенный выбор? Погодите, имеется в виду 91 год или когда? Ну, что 91 год развалу России? России, ну, как цель Нет, всей этой послушайте, истории. сейчас война, да, и во время войны уже никто не смотрит, чиста ли вода. Во время войны у всех крыша едет. А во время войны тактические военные соображения очень часто там диктуют, ну, как бы то, что ты думаешь и то, что ты чувствуешь, потому что я думаю, что мы легко можем вообразить себе огромное количество людей, которые, скажем, в 2014 году были на территории, контролируемой Россией. И если бы она осталась в России, допустим, Славянск, пошли бы служить в российскую армию, а сейчас они идут служить в украинскую армию, и в той, и в другой армии они бы служили, вот как им велели, так они и служат. Это первое. А второе, если говорить о 91 годе, то значит, Россию развалил тогда, вернее, Советский Союз, развалили не там условные украинцы и не условные россияне, а развалил Ельцин. А человек совершил, ну, уникальную вообще историю. Там развалили, вернее, после того, как не победила ГКЧП, после того, как победил российский Тяньаньмэнь. А в сущности, это был первый российский Майдан. Вот он победил. Вот точно так же, как Украина хлебает плоды Майдана 2014 года, Россия и все окружающие территории хлебают плоды Майдана 1991 года. Как, ребята? Ну да,
Кушайте. Мы еще переоценим вот не только историю Майдана. Как это? Кушайте, не обляпайтесь. Юлия Да. Латынина. За 300 лет стояла страна, значит, она развалилась на куски. Слушайте, но это вот как происходят тектонические землетрясения, сдвигаются геополитические тектонические плиты. На их разломах всегда будут возникать землетрясения. Не надо было дергать эти плиты. Вы же сами на этих разломах живете. А мы бегали, задрав штаны, и говорили: ой, мы теперь будем жить в прекрасном мире, где геополитические интересы Запада являются моральными императивами. Юлия Латынина была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с чем согласны, с чем нет. Выскажитесь. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.